Глава 247. Он вот так просто взял и сел напротив принца. Селянь, поморгав, лишь спустя некоторое время наконец удостоверился, что этот человек действительно говорит именно с ним. Тут же к принцу пришло осознание, что нельзя ударить в грязь лицом перед человеком с такой поразительной энергетикой. Сохраняя невозмутимый вид, принц со всей любезностью произнес: «Вот беда, ваш покорный слуга отказался от употребления вина. Боюсь, мне не удастся угостить вас». Мужчина в красном рассмеялся, принял еще более небрежную позу и переспросил: «Правда? Но судя по вашему виду, Дачжан, вас словно гнетет какая-то печаль, и вам необходимо рассеять ее с помощью вина». Селянь, не дрогнув мускулом, ответил: «В таком случае, боюсь, ваше превосходительство ошиблись». И пускай самый серьезный обет селяня был нарушен, это вовсе не означало, что нужно махнуть на себя рукой и позабыть о других, менее важных обетах. С виду принц вел себя сдержанно с самого начала, но мужчина явно не собирался отступать. Напротив, он словно закрепился на своем месте прочнее и сказал: «Ну, раз Дачжан не соглашается меня угостить, могу я поступать, как мне заблагорассудится». Селянь посмотрел на него, затем огляделся по сторонам. Странно. Ведь кругом не то чтобы не осталось свободных мест, почему же ему непременно понадобилось сесть именно здесь для распития вина? Впрочем, причины отказать ему тоже не было, и Селянь ответил: «Как вам будет удобно». Незнакомец вальяжно взмахнул рукой. Слуга трактира никогда еще не видел гостя с такими манерами, поэтому, даже вдохнуть не смея, быстро принес кувшин с вином и чарку, да еще старательно протер стол, боясь, как бы гость не счел отношение к своей персоне недостаточно учтивым. Наблюдая за незнакомцем, который безмятежно сам налил себе вина и выпил, Селянь не удержался от вопроса: «Неужели ваше превосходительство, повстречавшись с кем-то впервые, каждый раз просит угостить вас вином?» Мужчина, широко улыбаясь, сказал: «Что вы, вовсе нет. Не стану скрывать от вас, Дачжан, что обыкновенно людям не выпадает возможности повстречаться со мной». Прозвучало довольно высокомерно. Впрочем, Селянь вовсе не ощутил неприязни. Они сидели, словно каждый был погружен в свое занятие. Селянь все время смотрел куда-то в сторону и выглядел при этом так, будто ему совершенно все равно. Спустя еще какое-то время первым все-таки заговорил тот мужчина. Подперев щеку рукой, он сказал: «Дачжан, позвольте узнать вашу драгоценную фамилию». «Как я могу вас называть?» Селянь, не задумываясь, выдумал не настоящую фамилию: «Оставьте церемонии, моя фамилия Хуа». «О», мужчина приподнял бровь: «Дачжан Хуа». «Как я могу называть ваше превосходительство, Дачжан? Вам лучше всего называть меня Саньланом». Селянь, в душе понимая, что этот человек не желает сообщать ему своего настоящего имени и статуса, решил не настаивать. Поразмыслив, он не припомнил знакомого, который где-либо значился третьим по счету, и не стал утруждать себя предположениями. Тем временем принц вдруг заметил, что возле щеки этого мужчины в красном висит тонкая косица из волос цвета вороного крыла, украшенная на конце красной коралловой бусиной. Бусина блестела и мягко переливалась, маленькая, но с первого взгляда дающая понять, что ценой превзойдет целый город. И Селяню сразу показалось, что он будто бы где-то видел эту бусину. Может быть, в собственных покоях, где жемчуга и драгоценные камни разбросаны по всему полу, однако он не мог сказать наверняка. Саньлан, заметив взгляд принца, спросил: «Вам нравится эта вещица?» С такими словами он аккуратно взял изящными бледными пальцами эту коралловую бусину и покрутил между подушечек. По какой-то причине, когда это произошло на глазах селяня, его грудь вдруг больно щипнула, словно кое-какое место на его теле тоже сжали пальцами, и принц резко отпрянул назад. Движение вышло излишне размашистым, что привлекло внимание сидящих неподалеку посетителей чайной. Саньлан медленно поднял веки и с изумлением спросил: «Дачжан, что с вами?» Он протянул к селяню руку, будто собираясь поддержать его, но тот, разумеется, не отозвался на жест, торопливо сел ровно и пробормотал: «Нет, ничего». Эта бусина, с губ Саньлана не сходила улыбка,
А это он принялся еще усерднее поигрывать яркой блестящей бусиной. Это подарок от моей любимой супруги. Дачжан, как вам она, Селянь, помолчав, ответил, а недурно, очень недурно. Вообще-то принц сам не знал, что говорит. Сидя как на иголках, он положил руки на колени и крепко сжал пальцы. Незнакомец в красном поигрывал, очевидно, всего лишь прелестной бусинкой, движения его были проще некуда, однако принц углядел в них малую толику непристойности. Словно в плену кончиков этих пальцев, которые нежно поглаживали, медленно потирали, сжимали, массировали и покатывали, оказалась не красная бусина, а некая чувствительная часть его тела. Селянь неожиданно для себя почувствовал волну жара, охватившую лицо. Его дыхание участилось, и выносить подобное было невероятно трудно. Ненормально. Это совершенно ненормально. Мужчина в красном, представившийся Сань Ланом, красив то был без сомнения, вот только от всепоглощающей волны демонического очарования, исходящей от него, становилось по-настоящему страшно. В душе селяня громко зазвенел тревожный колокольчик, однако принц заставил себя успокоиться. Приведя дыхание в норму, он совершенно без страха уставился на собеседника и сказал: «Хотелось бы узнать, ради чего ваше превосходительство по собственной инициативе приблизились к вашему покорному слуге». Сань Лань усмехнулся и, растягивая слова, произнес: «К чему такая настороженность? На то нет особой причины. Просто я, увидев, насколько изящен ваш облик, преклонился перед ним, не в силах сдержать чувств, вот и все. Если этим я имел неосторожность оскорбить вас, надеюсь на ваше безмерное великодушие». Селянь промолчал, не зная, стоит ли поверить в эти слова. Он отвел взгляд, втайне раскаиваясь, что позволил этому человеку сесть напротив и привести собственные мысли в такое смятение. Как раз к тому времени певица закончила свое выступление, поклонилась слушателям, обворожительно улыбнулась селяню и летящей походкой покинула чайную. Раз она ушла, то и принцу не было нужды здесь оставаться. Он поднялся: «Разрешите откланяться. Ваше превосходительство может не спешить и как следует насладиться этой чаркой вина». Последняя фраза должна была прозвучать несколько вызывающе, но из уст принца все равно получилась крайне учтивой. Не решаясь задерживать взгляд на незнакомца в красном, селянь ветром вылетел из чайной, некоторое время бродил по улицам, а убедившись, что за ним никто не гонится, наконец выдохнул с облегчением. Однако, остановившись, вновь растерялся. Его одежда, ценное имущество, меч — все исчезло, как и его слуги и магические силы. За все свои 17 лет ему никогда не приходилось оказываться в столь беспомощном положении. Селянь покачал головой, остановил прохожего и поинтересовался, где находится. Прохожий ответил, но принц никогда не слышал о таком месте, поэтому задал еще вопрос: «В таком случае, скажите, далеко ли отсюда императорская столица?» В какой она стороне, он не уточнил, что спрашивает о столице Синьлэ, а прохожий ответил: «Столица. Мы находимся на юге от столицы, а до нее еще очень далеко», так и думал. Здесь и люди говорят иначе, и строения выглядят странно, не похожи на окрестности императорской столицы. Принц догадался, что находится от нее очень далеко. Неясно только, какую цель преследовал тот, кто перенес его сюда. Пройдя еще немного, селянь столкнулся с новой проблемой. Он проголодался. Но ведь, как было отмечено ранее, все имущество принца исчезло. Подвеска, которая являлась доказательством его статуса наследного принца, тоже испарилась, и даже пожелав отплатить духу земли несколькими золотыми листками, селянь ничегошеньки не нашел. Попусту просидев в чайной, принц только за занятое место отдал пару медиков, которые наскреб с огромным трудом. А ведь и глотка чая не выпил, не в силах стерпеть древний осадок на дне стакана. И теперь желудок принца был по-прежнему пуст. Вот уж поистине жалкие гроши способны сломить дух настоящего героя. Нахмурившись от постигшей его неприятности, принц вдруг заметил, что на дорогу впереди рядом с кусочком черепицы как будто упало что-то блестящее. Селянь подошел, присел посмотреть и был несказанно удивлен.
В этом маленьком грязном переулке на земле лежало несколько золотых листков. Кроме золотых, рядом нашлись еще серебряные листки и немного мелких монеток. Посреди бела дня найти на дороге деньги. Да ведь это все равно, что пирожок, упавший с неба. Принц поистине не знал, назвать себя невезучим или же удачливым. Подобрав находку, первым делом Селянь подумал, что кто-то по неосторожности обронил деньги. Он вышел из переулка и спросил у прохожих: «Простите, кто обронил здесь деньги?» Большинство качали головой. Какой-то местный лодырь беззастенчиво завопил: «Я обронил». «Я обронил», тогда Селянь спросил его: «Сколько вы обронили?» И тот замялся, не в состоянии дать ответа, потому убежал под смех толпы. Селянь, боясь, что хозяин вернется искать пропажу, остался терпеливо ждать на месте. Но по прошествии 2 часов, когда никто не явился за деньгами, а принц все сильнее чувствовал голод, он, наконец, вздохнул, посмотрел на богатство, лежащее в рукаве, и подумал: может быть, я пока позаимствую немного, а потом верну в 10-кратном размере. Иного выхода не оставалось. Поэтому, подождав еще полчаса, Селянь купил у дороги одну маньтоу. Он никогда не пробовал маньтоу. Тем более таких, сделанных из грубого теста, на вид больших и твердых, белых и безвкусных. Но принцу не хотелось брать в долг слишком много, что если эти деньги срочно кому-то понадобятся, получится не очень хорошо. Поэтому Селянь взял лишь самую малую монету. Он впервые в жизни держал в руках такую большую маньтоу, так что для принца это был новый опыт. Селянь прошел через переулок, оказался на более-менее безлюдной улочке и уже собирался откусить первый кусочек, как вдруг откуда ни возьмись протянулась рука, которая забрала маньтоу у принца. Да и само движение вышло крайне удивительным. Селянь застыл, а его ладони уже опустели. Обернувшись, принц увидел рядом мужчину в красном из трактира. Принц так и остолбенел, потрясенный. Он никак не предполагал, что этот человек последует за ним сюда, и тем более не предполагал, что посмеет отбирать у него маньтоу. Простояв неподвижно некоторое время, принц все-таки вспомнил, что нужно вернуть отобранное, и подпрыгнул: «Отдай!» Он совершил крайне быстрый бросок, чтобы забрать маньтоу из рук мужчины, но тот оказался еще быстрее, к тому же еще и выше ростом, поэтому моментально увернулся и бросил: «Не ешь это». С такими словами он сам откусил булочку, оставив след своих зубов. Теперь Селянь не мог ее съесть, даже если бы захотел. Будучи драгоценным наследником престола, он ни в коем случае не мог позволить себе доедать надкушенную кем-то маньтоу. Принц с вытаращенными глазами воскликнул: «Ты!» Запнувшись, он рассерженно добавил: «Как ты можешь так поступать?» А ведь, увидев его впервые, Селянь посчитал незнакомца какой-то поразительной личностью, даже захотел завязать знакомство, но никак не ожидал, что тот окажется таким бездарным нахалом. Две фигуры, красная и белая, двигались так быстро, что рябило в глазах, и случайный зритель ни за что не поверил бы, что столь захватывающий бой завязался всего лишь из-за какой-то маньтоу. И хотя Селянь смутно ощущал, что может еще ускориться, настолько, что догонит этого Сань Лана в мастерстве, все же он будто бы не был уверен в себе до конца, и конечности словно не слушались. К тому же за весь день на него напала и усталость, и раздражение, и подозрение, поясницу и ноги ломило, душа погрузилась в негодование, так что ноги вдруг подкосились, и принц упал на землю. В тот же миг тихий стон боли просочился сквозь его сжатые зубы. Боль. Боль, о которой неудобно заговорить, в месте, о котором неудобно заговорить. Это ощущение существовало и раньше, но Селянь, тщательно обработав свои раны, очень постарался поскорее о них забыть, поэтому боль утихла. Но от падения его лицо мгновенно переменилось. Как и лицо Сань Лана, который немедля склонился и схватил принца за руку выше запястья. У него вырвалось «Г», однако он сразу же исправился. «Ты в порядке?» Селянь чувствовал себя невыносимо, ему хотелось прямо сейчас вырыть яму и похоронить себя в ней. Изо всех сил отдернув руку от незнакомца, он с пылающим лицом воскликнул: «Прошу, оставьте эти обращения без соблюдения приличий, и не надо так меня хватать». Сань Лан в самом деле отпустил его руку, но лишь для виду,
потому что сразу же схватил за плечо и повторил: «Ты в порядке?» «Где-то болит», — он говорил с заботой в голосе, не похоже, чтобы притворялся, и Селяню следовало бы принять этот жест, ведь, как говорится, рука не поднимется ударить улыбающееся лицо. Но стоило принцу вспомнить, где у него болит и почему, он вновь ощутил стыд и гнев, весь день подавляемая в душе досада накатила волной, и Селянь одним ударом отбросил руку незнакомца, перекатился и сам поднялся на ноги. «У меня нигде не болит, совсем не болит». Бросив эту фразу, принц бросился бежать. К его удивлению, мужчина схватил его запястье, так что вырваться не получалось. Селянь, не в силах этого стерпеть, рывком развернулся к нему, вытаращив полные гнева глаза, но тот, назвавшийся Сань Ланом, посмотрел на него внимательным взглядом и тихо вздохнул: «Ох, Дачжан, произошла чудовищная ошибка, это все я виноват, не сердись на меня. Давай я еще раз приглашу тебя выпить со мной чарку, дабы загладить вину». Принц и сам не мог понять, почему, стоило ему увидеть это лицо, сердце начинало биться неспокойно. Это чувство было ему крайне непривычно, хотелось лишь поскорее избежать, поэтому Селянь ответил: «Не нужны мне твои приглашения, я никогда не пил вино. Сейчас же отпусти меня». «Ладно, ладно, ладно. Пить не будем. Тогда приглашу тебя поесть. Ты, наверное, голоден». Селяню едва не сделалось дурно от гнева. Каким тоном с ним разговаривает этот человек? Прямо-таки как будто утешает маленького ребенка. Такого унижения принцу еще не приходилось испытывать, и он ответил: «Мне и на ужин приглашения твои не нужны. Я не голоден. Прошу, не стоит выходить за рамки приличия». Но вот ведь как неловко, именно в тот момент, когда принц это произнес, его желудок издал слабое урчание, явно протестуя. Селянь застыл, потом разозлился еще сильнее, да так, что покраснело лицо, а сам стал заикаться: ты кто такой? Зачем привязался ко мне? Прекрати меня преследовать, Сань Лан», неотрывно глядя на него, ответил: «Дачжан, неужели ты не замечаешь?» Видя его серьезное выражение лица, Селянь переспросил: «Чего не замечаю? На тебе темная сущность». Селянь удивленно замер, как вдруг белая лента, привязанная к его запястью, ослабла и соскользнула с руки, вытянулась перед ним во весь его рост и бросилась к принцу. Вот только незнакомец в красном не дал ей завершить бросок, поймал одной рукой. Видишь, в его руках лента, словно змея, которую схватили за сердце, принялась неистово извиваться, отчего у принца кровь застыла в жилах. На его теле прятался этот монстр, Селянь наконец понял. Поморгав, он произнес: «Выходит, ты приблизился ко мне, потому что заметил на мне это существо». Лицо Сань Лана сделалось еще серьезнее. «ГМ. Эта тварь показалась мне чрезвычайно странной, поэтому я решил немного проявить бдительность. Хорошо, что она не причинила тебе вред». Истина раскрылась. Селянь припомнил, как ранее отнесся к молодому господину, в действительности, не слишком вежливо, то выказывал недовольство, то отбрасывал руки. Теперь же, когда тайное стало явным, получилось, что этот человек приблизился к нему с добрым намерением, и принц почувствовал себя весьма неловко. Отвесив искренний поклон, Селянь сказал: «Премного благодарен вашему превосходительству. Ранее я ошибся в вас». Но принц даже не успел склониться, как Сань Лан не дал ему завершить поклон и поднял под руки. «Ну полно, полно. Для меня это сущий пустяк». Подняв взгляд, Селянь пришел в легкое недоумение. По какой-то причине ему все время казалось, что этот мужчина в красном, хоть и выглядит серьезным, а все же прячет в уголках глаз улыбку. Стоило принцу подумать, что предстал перед незнакомцем в столь растрепанном и жалком виде, и он почувствовал себя несколько неловко. Впрочем, это странно. Среди сверстников Селянь уже считался довольно сдержанным человеком, однако стоило ему взглянуть на этого мужчину, он не мог сохранять самообладание, тот приводил его в состояние сильного беспокойства. Сань Лан, похоже, не заметил ничего подобного. «Раз мы во всем разобрались, в таком случае я пойду». «Дачжан, до следующей встречи», Селянь невольно бросил в ответ: «ГМ».
До следующей встречи. Сань Лан помахал рукой, развернулся и ушел. Селянь, не контролируя себя, прошел несколько шагов следом. Возможно, он просто на самом деле не знал, куда ему идти, а может, просто растерялся. Сань Лан обернулся к нему, Селянь удивленно вздрогнул и, наконец, пришел в себя, поэтому тут же остановился, притворяясь, что смотрит в другую сторону. Вот только было уже поздно. От Сань Лана послышался смешок, и у принца от смущения покраснели мочки ушей. Отбросив стыд, он все же посмотрел на Сань Лана, который, сложив руки на груди, улыбнулся. «Вижу, нам все же лучше не дожидаться следующей встречи. Мне кажется, сейчас как раз самое подходящее время, чтобы встретиться. Как считаешь?» «Да, Чжан, не согласишься ли сейчас пойти выпить со мной чарку? Все то же роскошное здание трактира». Новый знакомый селянин оказался на редкость щедрым. Едва поднявшись на второй этаж, он заказал целый стол лучших кушаний и вина, которому уступили бы даже блюда, что подавали в императорском дворце. К тому же, многие рецепты были принцу в новинку, он никогда таких не видел. Ужасно проголодавшийся, селянь все ел и ел, и лишь спустя какое-то время заметил, что Сань Лан все это время сидел напротив, подперев щеку рукой, и неотрывно смотрел на него. Таким взглядом, словно сам принц был для него закуской. Селянь от этого вновь почувствовал себя как на иголках. Убедившись, что не выставил себя в неприглядном свете из-за голодного вида во время еды, он положил палочки и тихо кашлянул. «Мне так неловко, Чего тебе стыдиться? Не обращай на меня внимания. Прошу, прошу. Продолжай». Затем он достал ту самую маньтоу, за которую они совсем недавно едва не подрались, и с невозмутимым видом принялся ее поедать. От такого зрелища селянь смутился еще сильнее. Он сел ровнее, бросил взгляд на ту белую ленту и решил перевести разговор в серьезное русло. Почему же все-таки эта темная тварь спряталась на моем теле? И ведь я совершенно не замечал ее присутствия, просто как будто она уже давным-давно с принцем, и он просто привык ее носить. Белая лента, виляя обоими концами, раз за разом пыталась подползти к принцу, и если бы не Сань Лан, который крепко ее держал, а она, должно быть, связала бы его на манер Цунцы. Впрочем, с виду она весьма симпатизировала селяню. Сань Лан, намертво придавив ленту палочкой для еды, не позволял тем самым ей наброситься на селяня. Он с улыбкой произнес: «Видимо, эта тварь имеет весьма дурную привычку, придется как следует вразумить ее». Чем заниматься ее вразумлением, не лучше ли для начала разузнать, откуда она взялась, а они еще немного поговорили на разные темы. Селянь с малых лет рос в императорском дворце Синьлэ, а после отправился самосовершенствоваться в монастырь Хуанси, но никогда ему не приходилось встречать столь интересного в беседе человека с таким богатым кругозором. Покуда принц слушал Сань Лана, у него горели глаза, а с лица не сходила улыбка, так что он едва не позабыл обо всех своих тревогах. Лишь спустя довольно долгое время он наконец вспомнил, что попал в весьма странный водоворот событий, и серьезным тоном сказал: «Сань Лан, могу я узнать у тебя об одном человеке?» Сань Лан бросил белую ленту на пол и каким-то образом заставил ее обмякнуть, так что лента больше не подпрыгивала, и произнес: «О ком дело вот в чем. Я ищу человека по имени Хуачен». Услышав имя, Сань Лан приподнял брови. Я могу поспрашивать. Ты ищешь этого человека ради какой-то конкретной цели?» Селянь честно ответил: «Не стану лукавить, я не знаю». По тону Сань Лана принц догадался, он знает, кто такой Хуачен, и спросил еще: «Тебе может показаться, что я тебя обманываю, но это так. Я сам не знаю, зачем ищу его. Сегодня, проснувшись, я обнаружил себя в весьма странных обстоятельствах». Он на одном дыхании пересказал все, что с ним случилось сегодня, умолчав лишь об одной постыдной детали, а в конце добавил: «Поэтому мне думается, что этот человек очень важен. Если ты, Сань Лан, знаешь, кто он такой, не затруднит ли тебя поведать мне об этом?» Сань Лан улыбнулся: «Ах, ничего затруднительного. Да, Чжан, мы с тобой словно подружились с первого взгляда, разумеется, я хочу помочь тебе».
Что до Хуачена, Селянь приготовился внимательно слушать, что с ним, он безумец. В каком смысле? Сань Лан налил себе вина и поднял чарку. Он последователь. Чей последователь? Наследного принца Синьлэ. Кхе-кхе-кхе, Селянь поскорее выпил глоток чая, чтобы откашляться. Постой, постой. Я наследный принц моего государства Синьлэ, Селянь, он ведь еще не стал божеством. Откуда взяться последователю? Сань Лан безразлично ответил, ну, рано или поздно он вознесется. К тому же, с божествами ведь так и есть, скажешь, что он божество, он и будет таковым. Скажешь, что нет, значит, не будет. Если он так считает, следовательно, так и есть. Селянь, не зная, как на такое реагировать, воскликнул, но ведь это слишком несерьезно. Помолчав, он добавил, только, неужели он правда так верит, что его высочество, наследный принц, непременно станет божеством? Сань Лан медленно произнес, не верит. Затем с широкой улыбкой поправил, а твердо уверен. Селянь в ответ тоже широко улыбнулся и подумал, что ж, я ни в коем случае не обману его ожиданий. Вслед за собеседником, скрестив руки на груди, принц сказал, «И что же, где я могу увидеть этого самого Хуачена, да, Чжан? Ты правда желаешь этой встречи?» Да, Сань Лан, похоже, не поддерживал его стремления. Хуачен вообще-то очень плохой человек. Селянь чуть нахмурился, очень плохой. И в чем это выражается, ему не слишком-то хотелось верить, что последователь, твердо убежденный в его вознесении, плохой человек. «Ну, как сказать», — протянул Сань Лан. И тут Селянь кое-что заметил. Все это время он вел себя осторожно и избегал смотреть прямо на Сань Лана. Но сейчас, когда они уже провели вместе некоторое время и успели познакомиться поближе, Селянь немного расслабился и позволил себе рассмотреть собеседника. Одна рука Сань Лана как раз покоилась на перилах второго этажа, пальцы уверенно постукивали по дереву. 5 длинных пальцев, а на среднем повязана тонкая-тонкая красная нить, подобная яркому узлу судьбы. Селянь мгновенно вспомнил, как в чайной, под звуки песни девушки, в его памяти мелькали разрозненные картины, тесно переплетенные пальцы рук под легким газовым пологом. И на руке, лежащей сверху, была повязана точно такая же красная нить.